Так, здравствуйте. Сейчас ждем, чтобы убедиться, все ли в порядке. Вот мы уже лайв. Шикарненько. Рад всех приветствовать. Сегодня такой очень волнительный момент почему-то. Вроде когда рассказываешь про другие ICO, можно их за 5 минут разбирать. Но когда рассказываешь про свой проект, то немножечко, немножечко нервничаешь. В общем, сегодня я хотел рассказать вам о проекте UT Token, который мы достаточно долго готовили. И подготовка проекта это не заключается в том, чтобы сделать white paper или сделать сайт. А к этому проекту мы шли достаточно долго, можно сказать, наверное, с 2009 года, когда, в принципе, появилась компания United Traders. Так как на моем канале, в принципе, очень много подписчиков новых, которые пришли сюда из-за криптовалюты, из-за инвестиций, из-за трейдинга. На самом деле очень интересно, потому что через криптовалюту, когда люди попадают на мой канал, они начинают интересоваться не только криптовалютой, но еще и акциями, и фьючерсами, и экономикой в целом. Это очень классно, что я вот так вот мог заинтересовать людей правильными мыслями, что трейдинг это не нажатие кнопок, это непосредственно работа, в первую очередь, головой. А, Вначале обо мне. Мне 29 лет, соответственно, трейдингом я занимаюсь практически с 17 лет, 12 год идет. Изначально я начал торговать сразу на американском рынке и, в принципе, до сих пор, наверное, большую часть времени и объема у меня происходит на американском рынке. Американский рынок меняется, появляются новые инструменты, такие как криптовалюта, и нет такого трейдера, который делает что-то одно. В конечном итоге, когда ты очень долго торгуешь, ты понимаешь, что в первую очередь акции, криптовалюта, фьючерсы, облигации, еще что-то. Это всего лишь инструмент. То есть идеи генерируются в голове, какие-то мысли, которые к тебе приходят, ты отыгрываешь с помощью инструментов. И, в принципе, нет никакой разницы, чем торговать криптовалютой или акциями, и все это примерно одинаково. А, Торговал я в проп-трейдинговой компании довольно-таки долго. В 2007-2008 году был кризис американский, ипотечный, вы, наверное, все знаете. Тогда получилось так, что я оказался в нужном месте, в нужное время. И как мои партнеры, которых я тогда еще не знал, это Дмитрий и Роман, они были в Москве, я в Санкт-Петербурге. И они заработали довольно-таки большие деньги, которые в дальнейшем помогли уйти из проп-трейдинговой компании, начать торговать на себя и в последующем инвестировать и вложить эти деньги в компанию United Traders. Вот как раз вы на заднем плане видите наш сайт и нашу компанию. В 2009 году был образован этот бренд, и так мы, в принципе, на этой ниве и работаем. Чем занимается компания? В первую очередь, основной доход и прибыль компании – это непосредственно проп-трейдинг. Так как нам когда-то давали деньги в управление, и мы показывали какие-то результаты, сейчас делаем это то же самое мы. Мы стараемся делать это все сейчас достаточно технологично. У нас есть и платформа для отбора трейдеров, и специальные риск-параметры, и есть алго-трейдерские команды, которые мы предлагаем не только деньги, но еще компетенции. У нас есть уже собственная торговая платформа Аврора мультирыночная, которая в последующем времени, да, в скором будет возможно торговля криптовалютой. Я не знаю, у нас есть инвестиции в IPO, в непубличные компании. Ну и на самом деле можно сказать, что мы уже очень-очень давно работаем, но мы только-только-только начинаем. Потому что, я не знаю, на рынке финансов и инвестиций все настолько быстро меняется, и для того, чтобы быть актуальным и конкурентным, ты должен постоянно совершенствоваться. И тему с криптовалют мы не могли обойти, и на самом деле отчасти мы попали сюда случайно в 2014 году, когда, скажем так, мы купили или получили биткоин по $35, и тогда началась очень большая история, которая до сих пор продолжается. Кстати, к слову сказать, в платформе уже технически возможность была торговать на бирже еще в тот момент BTC, еще в 2014 году. А после падения биткоина каким-то образом приоритеты немножко сменились, и мы начали заниматься другими проектами. В общем, компания United Traders сейчас на данный момент работает
я даже всех уже на самом деле не знаю. Ну, точно больше 60 человек, плюс еще люди, которые на аутсорсе, плюс трейдеры, которые находятся в 42 странах, и мы географию только-только расширяем. И, скажем, забегая вперед, говоря про ICO, мы не только используем эту возможность для того, чтобы, скажем, рассказать инвесторам, кто мы такие, и собрать деньги, а также это является и для нас выход на международные рынки. Потому что до текущего момента все-таки очень маленькая часть людей были, скажем, англоговорящие или китайские, или индусы тоже у нас есть трейдеры, мощные, кстати. И я считаю, что ICO это хорошая возможность и заявить в том числе о нашей компании, рассказать англоговорящим, китайцам, испаноговорящим, что мы делаем, и предложить достаточно конкурентные преимущества. Все-таки эта компания была построена трейдерами на деньги трейдеров, и все-таки основной какой-то градус всегда смещался именно на трейдинг. Если потом посмотрим сайт, там high-end solution, то есть высококачественные решения для трейдинга. И, в принципе, качество – это то, с чем мы всегда идем в компанию. То есть, вернее, то, с чем мы идем на рынок. В этом году криптовалюта, наверное, это можно сказать год криптовалюты, и, наверное, в конечном итоге на обложке там The Economist или Fortune 500 к концу года будет, наверное, вместо человека биткоин. И интересно будет посмотреть эту обложку. Если кто не видел, можете прогуглить разные обложки по годам, которые как бы предсказывают, что будет в следующем году. Я думаю, что биткоин обязательно пойдет на эту обложку. И в этом году, конечно, лихорадка настоящая охватила весь мир. И мы не могли остаться в стороне, и наши клиенты, инвесторы интересовались, каким образом можно поучаствовать и в росте рынка, и, соответственно, в ICO. И отчасти я могу сказать, что этот год, можно сказать, его тоже помимо биткоином, можно сказать, что есть такая категория трейдеров, которых можно назвать одураченной случайностью. Я про это еще написал очень интересную статью, она скоро выйдет. Я не очень люблю Нассима Талеба, если честно сказать. Ну, по крайней мере, способ его изложения мыслей в книжке. Но этот термин, как ничто иное, сейчас показывает, каким образом многие компании пытаются привлечь клиентов или привлечь инвестиции. То есть всем кажется, что все очень просто и все безнаказанно и все хорошо, но, как подсказывает опыт, есть такая замечательная поговорка, когда сказал Уоррен Баффет: когда будет отлив, будет видно, кто купался без трусов. Давайте немножечко о нашем проекте, наконец-то, да, такое вступление лирическое немножко было. Наш проект UT-Token.io, мы довольно-таки долго думали, все-таки подходит ли способ привлечения средств, именно краудфандинг, именно с помощью ICO или Token Generation Event или ITO, как угодно. Просто некоторые любят слово ICO, но, как говорится, да, как это слово жопа есть, как-то орган есть, а слова нету. Ну, United Traders ICO. То есть в чем заключалась самая главная идея? Мы видим, что рынок криптовалют сейчас немножечко болен в целом. И он болен от избытка доверия людей, от отсутствия технической составляющей, от количества скама, который есть. И когда мы собирались, вот, так сказать, с мыслями, что же мы можем предложить, или как мы можем описать то, что мы хотим предложить криптосообществу, потому что комьюнити — это главное, что есть, в принципе, как говорится, in crypto space. И мы столкнулись с определенными сложностями, которые попытаемся в этом проекте решить, то есть вообще в мире. Первое – это сами ICO. Качество проектов, которые выходят на ICO, очень сложно оценить, потому что, как правило, за ними есть только какой-то white paper или one-pager или один сайт, и раньше это хорошо работало, причем это был невероятный рынок. Если посмотреть на доходность альткоинов или токенов, они выросли 35 раз, если биткоин вырос в 6 раз. То есть статистически в этом году было выгодно держать ICO, но те люди, которые пришли масса на рынок, они, как правило, сейчас находятся в минусе, потому что они покупали или участвовали в ICO тех проектов, в которых капитализация была сильно раздута, и
структура сбора средств на ICO больше напоминает пирамиду, когда самые крупные получают самые большие скидки, потом все меньше, 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 меньше. И в конечном итоге, когда дело доходит до для краудфандинга, до самого ICO, то, скажем, самые мелкие инвесторы и контрибьюторы, они получают самую высокую цену токена. И цена токена растет не органически, она растет только потому, что система скидок так устроена. То есть, ну, это явно неправильно. Или каким образом ребята, которые делают приложение или кошелек, собирают по 50 миллионов долларов. Какой-то протокол собирает 150 миллионов долларов. Откуда такие цифры? Не очень понятно. И до текущего времени, и именно как трейдер я говорю, инвестиции в ICO работали очень хорошо. И в так называемые хайповые проекты, про которые говорили много, можно было вложить деньги и забрать X2, X3, X5 сразу после окончания. Но сейчас этот рынок закончился. И спекулянты или флипперы, те, кто вкладывали в один проект, потом в другой, потом в третий, их больше не будет. То есть рынок, он всегда стремится к определенной эффективности. И этот рынок очень молодой, но он будет созревать. И мы понимаем, каким образом можно убрать вот это скам, мошенничество и разного рода другие там негативные нюансы, связанные со сбором денег, с привлечением инвестиций, да, в интернете. Я считаю в целом, что механизм ICO это очень правильное развитие, когда люди, находящиеся в любой точке, могут привлечь деньги под свою идею и могут быть профинансированы. Но самый, наверное, яркий такой момент, который есть в этой истории, это Виталик Бутерин с Ethereum, когда он работал в журнале Bitcoin Magazine. Он смог собрать биткоинов для создания Ethereum Foundation, и сейчас рынок криптовалют, скажем, большая часть из них это, конечно, Ethereum и токены ERC-20, эти альткоины. Они составляют там десятки миллиардов долларов в целом капитализация всех токенов и Ethereum. Ну, это невероятный успех. В этом плане мы видим, что хорошие ICO будут. И в конечном примере было, допустим, такие варианты, как Polkadot, когда собиралось на инфраструктурное решение 150 миллионов, и токены морозились на 2 года, и люди все равно туда инвестировали. То есть хорошие проекты с хорошей командой продолжают собирать деньги, но единственный момент, люди немножечко избалованы на доходности, которые дает рынок ICO, и все ждут быстрого спекулятивного навара, скажем так. Но такой, на мой взгляд, будет все меньше, меньше, меньше. И сейчас рынок ICO и рынок сбора средств, он больше будет приходить к классическому венчурному капиталу. И я думаю, для большинства людей, кто не первый день находился там с инвестициями или рядом инвестиций, или сам инвестировал, или работал в этой индустрии, то есть такой исход был очевиден. Ну, по крайней мере, он очевиден был мне, как бы и моим партнерам. Второй момент, который проблемы, допустим, сейчас есть, это когда мы начали торговать, мы столкнулись с большой непрозрачностью и технологической несовершенностью текущих бирж. Даже если взять самые крупные площадки, такие как Poloniex, Bittrex, Kraken, Bitstamp, Bitfinex, они все работают достаточно плохо. Отсутствует понятный механизм подключения, маркетмейкинга, low latency connection просто не существует. Если вы посмотрите на стаканы, то есть заявки, где стоят, они, как правило, нарисованы. Это фантомная флеш-ликвидность, которой манипулируют в зависимости от того, куда идет курс. И если ты торгуешь, скажем, на $1000, как юзер обычный, как трейдер или частный инвестор, как правило, у тебя не возникает проблем. Но если ты торгуешь на сотни тысяч долларов или даже на миллионы долларов, то тогда на тебе биржа очень-очень мощно наваривается. То есть мало того, что эти биржи не инвестируют в капекс, не инвестируют в свою инфраструктуру, так там отсутствует какая-то техническая документация понятная и технический суппорт. Какие-то способы подключения к этим биржам для того, чтобы заниматься алгоритмическим трейдингом, маркетмейкингом, арбитражом, это все терпит фиаско, потому что нестабильные подключения, как я уже сказал, и отсутствие какой-то помощи приводит к тому, что
это становится бессмысленным. Есть огромное количество людей, которые являются нашими коллегами и которые давно занимаются алгоритмическим трейдингом. Они хотят прийти на рынок крипты, но, скажем так, заносчивость крупных площадок и высокие комиссионные, отсутствие инфраструктуры просто не позволяет им сюда прийти. И пока нормальные алготрейдеры сюда не пришли, здесь творится манипуляция, беззаконие и, как говорят, все Дикий Запад. То есть это есть, с этим большие проблемы, и мы хотим эти проблемы решить, потому что мы понимаем, как развивался рынок, на котором мы торговали. Когда я пришел в 2005 году, я видел, как рынок из аукционов, я имею в виду NYSE, перешел к гибридному и далее полностью электронному. То есть 99% сейчас делается на электронных торгах. И кто-то говорит, что HFT это плохо, кто-то говорит, что алгоритмы поработили там спекулянтов. Это, как говорится, монета, каждый видит ее со своей стороны. Но, тем не менее, если мы рассматриваем тему инвестиций и на первое место ставим инвестора, тот, кто хочет заработать или инвестировать, снижение волатильности, то есть флуктуации курса или турбулентности, является главным приоритетом вообще на рынке. И в конечном итоге рынок пойдет обязательно в эту сторону, да, чтобы становиться эффективным. Также отсутствуют какие-то либо платформы, которые позволяют, скажем, таким трейдерам, как я или мои коллеги, даже руками торговать и, соответственно, забирать ту ликвидность, которая представлена в стакане. И, скажем, все проблемы, о которых я говорю, я думаю, они для вас не новые, они очевидны, они лежат на поверхности. И некоторые инфраструктурные решения должны быть применены к этому рынку. Потому что если мы хотим и дальше, чтобы этот рынок, так сказать, расцветал, развивался, чтобы капитализация криптовалюты была не 200 миллиардов, а 2 триллиона, то для этого нужна хорошая финансовая инфраструктура. Третья большая проблема, с которой я лично и многие, я думаю, тоже столкнулись на рынке криптовалют, это доверие. Да? Если мы посмотрим white paper, в котором Сатоши Накамото описал вообще принцип электронных валют или биткоина, он сказал, что это возможность передавать ценность в среде, которые друг друга не доверяют. И так получилось почему-то, что в этой среде она привлекла не только, скажем так, светлые умы людей, которые готовы что-то менять, которые готовы там бороться с текущей системой, которые предлагают интересные проекты, она привлекло огромное количество мошенников. Если вы были на каких-либо конференциях, если вы обращались к услугам юристов, маркетинговых агентств, которые сейчас просто как грибы после дождя выросли на вот этой эфириумской плодородной почве, вы, наверное, видели, какие ценники заламливают люди за свои услуги. И они это делают, потому что нету прозрачности. Сложно оценить компетентность тех людей, которые участвуют в ICO или которые предлагают свои услуги. Нету какой-то, знаете, нету какого-то порядка, не на что сослаться, потому что рынок очень новый. И этим пользуются, так сказать, недобросовестные специалисты. Как можно просить за создание маркетинговой кампании там, 150 тысяч долларов? Каким образом Capital Introduction делается за 50 тысяч долларов без гарантий? Пост в каком-нибудь телеграм-канале начинается от нескольких биткоинов. Ну, то есть рынок за счет того, что он перегрет, он работает неправильно. И это невыгодно ни инвесторам, ни предпринимателям, которые собираются делать ICO, привлекать деньги. Это выгодно только тем, кто паразитирует на этой инфраструктуре. То есть и тот, даже человек, который является компетентным, который может грамотно проконсультировать, допустим, по поводу того же создания ICO, либо по поводу того, что управление деньгами, он не может быть услышан в этом крике. Потому что те люди, которые получают большие жирные чеки за свою работу, у них больше маржинальность, они больше вкладывают в рекламу себя и своих компаний. И, скажем, ребята, которые работают по адекватным ценам или ценам чуть ниже, им попросту не хватает денег для того, чтобы о них услышали. С этой проблемой сталкивалась и наша компания, когда был бум, скажем, Форекса и бинарных опционов. Когда форексникам приносят деньги, и они сразу из этих денег 100%
себе переводит в прибыль. Естественно, они покупают самые большие рекламные билборды, рекламу в прайм-тайм на телевидении, все поисковые запросы, касающиеся трейдинга. Каким образом компания, которая, скажем, брокерская, которая живет просто на комиссию, может конкурировать с теми людьми, у которых маржа 100% от депозита? Ну, то есть, это бред. Но как мы показали, как показывает время и как показывает, опять же, опыт подсказывает, то, что все приходит к определенному статусу кво, да, к определенному плата. То же самое сейчас очень много было зарегулировано на рынке Форекс, убрали рекламу. Допустим, Центробанк тот же активно взялся за бинарные опционы. И то есть порядок, он придет, безнаказанности не может существовать. И как определить, что один человек может, а другой не может? В этом плане, конечно, есть LinkedIn с своими коннекшенами, социальные сети, но все это больше похоже, как слепые котята, знаете, тыкаются. Одному повезло, а другим не повезло. Ну, то есть с этим нужно что-то делать. И когда мы выяснили все эти проблемы, а мы их выяснили не потому, что вот где-то прочитали о них в интернете, мы сами с ними сталкивались, мы слышали историю наших коллег или друзей, которые тоже привлекали деньги, либо занимались каким рода бизнесом. Мы поняли, что это 3 базовых столпа, которые нужно решить. Это качество инвестиций, то есть помогать нужно не тем, кто собирает ICO, а тем, кто инвестирует в ICO. Второе – это вторичный рынок, на котором все это оперируется. Это биржа, потому что залистать какой-то даже проект, который прошел ICO на крупной площадке, практически невозможно. Понятно, почему не берут, потому что они сразу просто падают вниз за счет структуры сбора денег. Ну и третье, нужно убирать скамщиков с этого рынка, то есть в конечном итоге они берут сейчас деньги так много, потому что они знают, что в какой-то момент на рынок придут конкурентные, компетентные специалисты. И для мошенников просто не будет места. Поэтому они сейчас хотят нахапать побольше. В общем, представляю вам UT Token IO. Это так называемый Investment Marketplace. То есть я сейчас отключу ненадолго камеру. Investment Marketplace, соответственно, это то место, где будут и уже есть замечательные инвестиционные продукты, которые ориентированы на средний класс, который обделен сейчас вниманием, потому что для среднего класса сейчас нету, в принципе, вообще финансовых продуктов. Это биржа, в которой есть смарт-раутинг, в которой будет подключена к ключевым площадкам, и она будет ликвидна. Механизм образования цены будет конкурентен за счет наличия там большого количества маркетмейкеров. Будет маркетмейкерская программа, хороший connection, low latency, который позволит сделать токены даже новых проектов ликвидными. И Mega Dictionary – это некий симбиоз между Википедией и LinkedIn, где человек может показать свою полезность и заявить о своей компетентности. Его знания и навыки могут быть верифицированы другими участниками. Это своего рода еще и Headhunter, где могут формироваться команды, которые будут решать большие проблемы. Далее эти команды попадают на инвестиционный маркетплейс, их же скорят и выбирают те же люди, которые находятся на Mega Dictionary. Они привлекают деньги у инвесторов, которым не интересен флиппинг и не интересны быстрые какие-то краткосрочные доходы. Они являются якорными инвесторами, они вкладывают в хорошую команду. И после того, как деньги собраны, их токен становится абсолютно ликвидный на нашей площадке, которая, как мы считаем, это реалистичный прогноз, сможет войти в топ площадок мира в этом году. На нашем сайте я предлагаю вам ознакомиться в первую очередь с white-пейперами. Есть полная версия, короткая версия. Можно переключиться на русский язык. В скором времени будет добавлено еще испанский и китайский. На сайте он устроен таким образом, что он максимально информативен. Там показывалось, что мы делали, к чему мы пришли и что мы планируем делать. К примеру, давайте посмотрим про биржу. Почему-то биржа больше всех, так сказать, возбуждает. То есть, что было вчера, что есть сегодня.
Здесь описан механизм смарт-раутинга, каким образом это принесет полезность и крупным трейдерам, и институциональным инвесторам, потому что они рано или поздно придут на этот рынок, и им нужно будет хорошее решение, к которому они уже привыкли. Им не нужно будет красивый, может быть, интерфейс или быстрое там пополнение с карточки. Нет, им нужна будет надежная инфраструктура, которой они могут доверять. Что завтра? Завтра это токенизация всего того, что есть в целом в мире, особенно финансовых продуктов. К примеру, вы хотите инвестировать в SpaceX, но у вас нету $1 000 000 или миллионов долларов. Как бы акции доступны только супербогатым людям, инвестбанкирам. В конечном итоге это некая ценность, которая может быть токенизирована, и она будет токенизирована. Я не говорю, что это придумали мы, или мы это сделаем. Туда идет намного больше интеллектуальных, технологически подкованных команд, но тем не менее рынок это только развивается, он оценивается в триллионы долларов. И даже если часть бизнеса UT здесь будет компетентна и конкурентна, то это даст достаточно большой буст и токенам, и инвесторам, которые сейчас вложили в нас деньги. Можно посмотреть, к примеру, инвестиционный marketplace, бета-версию которого мы уже зарелизили на сайте United Traders в разделе «Инвестиции». Вы уже видите, что здесь можно инвестировать в Airbnb, Palantir, некоторые ICO, вернее, некоторые IPO, ICO здесь еще нету. Так вот, как это выглядело вчера, это были какие-то презентации, сегодня это достаточно серьезно проработанный интерфейс, плюс очень мощный бэк-офис, который позволяет учитывать пополнение, снятие, переводы денег от одного продукта в другой. Ну, то есть человек, который это делал, он что-то понимает. Вы можете посмотреть потом его в команде. Это Алик Рудиков, наш CTO, 4-й наш член команды. Таким образом все это выглядит. Ну, я думаю, что останавливаться на каких-то нюансах смысла нету. Каждый из этих проектов, которые мы делаем, он убирает middleman. Вы скажете, а где же здесь децентрализация? Где же здесь блокчейн? Мы абсолютно уверены, что чтобы решить проблему децентрализации, вот даже централизации проблемы, да, чтобы сделать что-то децентрализованным, нужно вначале дать хороший сервис. То есть вокруг этого сервиса соединяются большое количество людей. Этот сервис начинает приносить деньги, которые будут дальше направлены на улучшение этого сервиса. Этим сервисом начинают пользоваться, и вот тогда уже нужно что-то децентрализовывать. То есть о децентрализации говорят сейчас очень много. Но по факту децентрализация сейчас мало у кого реализована. Мы говорим, что децентрализация необходима, но после того, как уже текущие идеи будут реализованы. Кстати, по поводу наших текущих идей, вы можете их найти в roadmap. И, скажем, если мы говорим о бирже, запуск децентрализованной биржи у нас стоит в 2018 году, то есть это не так давно. У нас нету каких-то планов и проектов, которые что-то должно будет выполнено там, к 2025 году. Если мы о чем-то заявляем, мы будем стараться выполнить это в срок. Так как мы сами инвестировали, и я в свою очередь проанализировал более 2000 проектов только в этом году, мы немножко понимаем, что хотят инвесторы и чему они уделяют внимание. А уделяют они внимание это честности, открытости и каждый, чтобы вовремя выполнял свои обязательства. Здесь вы видите показатели, они абсолютно реальные. Нашей компании за последнее время мы очень сильно прибавили. И вы видите наш текущий объем, это месячный объем, получается, в миллионах долларов, то есть это 10 миллиардов, это 1,5 миллиарда. Но это даже без учета криптовалютного рынка. Это даже без учета каких-то специфических наших алгоритмических стратегий. Компания показывает уверенный рост на протяжении ее создания, и мы абсолютно уверены, что нельзя токен гарантировать золотом, мебелью, компьютерами, бананами или песком, или что сейчас вообще принято. Токены могут быть обеспечены, как любая валюта, только экономикой. Если экономика компании, в основе которой как раз и есть валюта
UT-токен будет увеличиваться, будет расти, то, соответственно, и спрос на эту валюту тоже будет расти. Не так давно мы запустили нашу партнерскую программу, которая позволила нам довольно-таки сильно прибавить, и мы только начали, скажем так, ее раскачивать. Мы понимаем, как работать с заявками, мы понимаем, как работать с лидами, мы делаем весь маркетинг сами, мы делаем всю аналитику сами, в общем, мы много чего делаем, ребята. Мы не обращаемся к каким-то маркетинговым агентствам и просим их: чуваки, а сделайте нам так, чтобы ICO собрало бабки. Нет, так мы не делаем. Прогнозы. Прогнозы вы можете посмотреть, то есть посещаемость и сайта UT Magazine, и сайта unitedtraders.com, либо динамика показателей там моих соцсетей в целом показывает тоже бизнес-компании. Бизнес-компании чувствуют себя довольно-таки устойчиво, но мы понимаем, для того, чтобы не опоздать сейчас, нам нужно докапитализировать некоторые направления. Сейчас все направления финансируются с прибыли компании, и если мы продолжим такими же темпами, возможно, мы добьемся того, что мы описали в своем роудмэпе. Но очень есть большая вероятность, что мы будем не первые, а возможно даже последние. Поэтому сейчас нам нужно мощно прибавить для того, чтобы показать high-end solution не только России, СНГ, но еще всему рынку. Размещение токенов. Вы можете видеть аллокацию, которая остается. Были вопросы, что для основателей и сотрудников остается 30 миллионов токенов. И кто-то говорил, что это большая сумма, либо большие деньги. Во-первых, это не стартап, нужно понимать. Во-вторых, эти токены не стоят абсолютно ничего. Кто знаком с трейдингом и кто знаком с финансовым рынком, знает, что такое ликвидность. Если мы попытаемся продать эти токены, скажем, до момента того, как, к примеру, они вырастут там раз в 10 или в 20, это просто обрушит курс. Поэтому какой смысл нам рисковать репутацией компании, собирать деньги и потом пытаться окешить эти токены на вторичном рынке? То есть для чего вообще это нужно? Как любой трейдер и инвестор понимает, что это невозможно. То есть это некий опцион на успех, и мы его получим только в том случае, когда все инвесторы, которые уже инвестировали в проект, будут в очень хорошем плюсе. По-моему, нормальная математика. То есть когда ты зарабатываешь, когда зарабатывают все. И только так. По-другому это не стоит ничего. Говорят, что инвесторы не очень любят проекты, которые собирают, проводят ICO или делают токены только для того, чтобы собрать деньги. В нашем плане мы очень много потратили на проработку экономики токена, которая лежит в основе вообще любого проекта. И вы можете ознакомиться с ней. Это не просто какая-то валюта, и на ней не просто можно купить мороженку или оплатить за обучение. Довольно-таки мощненько тут все проработано, и я рекомендую вам с этим ознакомиться. Ну и самое, наверное, приятное — это команда. Наша команда постоянно растет. Давайте я тоже выберу немножко видео. Наша команда постоянно растет. Вот как раз я говорил об Александре Курдюкове, который присоединился к нам с конца 2016 года и является, так сказать, главным архитектором платформы, маркетплейса и будущей биржи. Он работал в Аэрофлоте и в Альфа-банке, закончил МГУ имени Ломоносова, и скоро вы с ним тоже довольно-таки серьезно познакомитесь. Многих вы здесь знаете. В этом году к нам, или даже в прошлом году, просто такое чувство, что со всеми уже работаешь очень давно. Эдуард Цинкер, он как раз занимается развитием партнерской программы, которая показала уже очень хороший прирост, и я думаю, что это только начало. Александр Шапира, который позволяет делать нам вот такие вот замечательные, красивые, эргономичные информационные порталы. Продуктовая команда, как без них? То есть и мне складывается немножко впечатление, что еще вообще мы здесь кого-то забыли. Нетворкинг и продажи. Это абсолютно все реальные люди. Вы их можете найти или связаться с ними, позвонив в компанию и спросив их, если у кого-то еще не указан телефон или социальные сети, а у кого-то и указан. Ну
Ну, то есть в текущем моменте это в районе 60 человек, это не считая тех, кто еще работает на аутсорсе. Да, у нас очень-очень-очень большие затраты на зарплатный фонд, но мы понимаем, что только работав с лучшими и хорошо оплачивая услуги наших работников, нашей команды, мы сможем достичь чего-то невероятного. Еще что я хотел сказать. Вы, наверное, здесь упустили блок, который называется Advisory. Наверное, для никого не секрет, то, что адвайзеры это сейчас не является залогом успешного ICO, так как большинство из них как минимум просто за деньги разрешают повесить себя на сайт. Но я не скажу, что мы отказались от адвайзеров или то, что у нас не будет адвайзеров. Я хочу сказать, что это будут действительно очень серьезные люди в индустрии, которые каждый закрывает свой, так сказать, свои компетенции, и мы о них объявим скоро. Это будет инфоповод и вообще медиаплан, по которому мы будем публиковать наши какие-то достижения и успехи. Он составлен на много-много месяцев вперед, и это должно поддерживать ажиотаж вокруг нашего проекта и дальнейшее сопровождение после того, как наш токен уже будет торговаться на бирже. Кстати, обычно никто не говорит, что мы не можем комментировать, где наш токен будет торговаться. Наверное, просто люди не хотят не обманывать то, что наш токен будет торговаться, не говорить правду, потому что, ну, может быть, он и не будет торговаться. Я хочу сказать, что UT токен это будет одним из моментов для, как это правильно сказать, одним из ключевых моментов взаимодействия с другими биржами. То есть это некий как проводник ликвидности. И я уверен, что в конечном итоге мы будем залистаны, может быть, это случится не сразу, но мы будем залистаны на всех крупнейших биржах, которые есть. И уже есть договоренность с несколькими текущими биржами, на которых, будьте уверены, у вас уже открыты счета и вы можете торговать. Социальные сети. Можете посмотреть GitHub, если вы понимаете в программировании, LinkedIn, ВКонтакте, Медиумы, информация там будет активно распространяться. Все эти ссылки вы можете найти под видео к описанию. Я их, так сказать, заблаговременно туда опустил для того, чтобы вы, скажем, не что-то здесь лазили. Если вы занимаетесь лидогенерацией, трафиком, чем-то еще, ознакомьтесь, пожалуйста, с нашей партнерской программой. У нас есть довольно-таки хорошие условия для тех людей, кто, так сказать, хочет поучаствовать в следующей децентрализованной революции совместно United Traders. Что касается текущей ситуации. Текущей ситуации United Traders находится в стадии пресейла. У меня почему-то отвалилась мышь. Странно. Текущая ситуация United Traders находится в пресейле. Я надеюсь, все ли работает? Угу. Угу. Кто-то хакнул мою мышь. Окей, пока расскажу про пресейл. На стадии пресейла буквально началась совершенно недавно, и она идет практически до 30 ноября. 30 ноября, 29-30 ноября я буду в Сингапуре на блок-шоу Asia. И там откроется токен сейл, это одно из условий участия конкурса. Также мы там собираемся встретиться с нашими азиатскими партнерами и инвесторами. Если вы будете в Сингапуре в это время, то приезжайте, с удовольствием с вами встретимся. Минимум на пресейл у нас 20 тысяч долларов или эквивалент в эфире 70 эфиров. В конечном итоге все, так сказать, инвестиции, которые не были переданы в эфире, а в биткоине, USD и долларах или евро, будут конвертированы по курсу Кракена в момент токен сейла. Так что имейте в виду, сейчас с учетом того, как эфир выглядит на графике, самое время для того, чтобы участвовать. Максимальную скидку в размере 30%, она максимальная для всех. Нет никаких инвесторов, которые зашли со скидкой больше.
Максимальную скидку можно получить, инвестировав от $250 000. Да, это много, но это именно те люди, с которыми мы идем, так сказать, на марафон, на дальнюю дистанцию. Это люди не флипперы, они не собираются выходить сразу после окончания токен сейла. И я думаю, что это наши core-инвесторы, с которыми мы будем плодотворно, долгосрочно выстраивать отношения, которые доверяют нам и с которыми мы планируем и дальше сотрудничать. После 30 ноября минимума практически нету, по-моему, это 0,1 эфир. Так что если, допустим, вы не располагаете суммами для участия в ICO от $20 000, то вы можете с удовольствием участвовать после 30 ноября. Еще, естественно, я хотел сказать, что любые инвестиции в ICO, криптовалюты, любые, в принципе, инвестиции являются рискованными. И мы, естественно, в своем white paper внизу сам описали возможные риски, которые могут произойти с нами на этапе движения по нашему roadmap. Поэтому обязательно перед тем, как инвестировать куда-то, либо ознакомьтесь, пожалуйста, с white paper'ами или рисками, которые мы прописали. Так. Сейчас вы можете задать вопросы, и я постараюсь на эти вопросы ответить. Я думаю, буквально 10-15 минут. Хотел сказать еще большое спасибо, что вы сейчас с нами смотрите. Если у вас есть какие-то сомнения и мысли, так что давайте поговорим. Так. Мне сейчас скинули вопросы, сейчас я их быстренько изучу. Сколько пресейл уже собрали? На текущий момент мы собрали, скажем так, 5+. То есть это больше $5 миллионов. Эта информация, скажем так, у меня на пятницу, так как деньги поступают не только в криптовалюте, но еще и переводом в фиат. Сложно прямо в текущий момент это сказать. Также, когда вы, если захотите купить токены, для вас будет подготовлен персональный кошелек. Так мы узнаем, кто перечислил, что за человек, какие у него документы. То есть наш токен сейл происходит согласно KYC и правилам AML, anti-money laundering. Также наш токен не является security. Вы можете самостоятельно это проверить, если откроете табличку с Howey тестом и просто, так сказать, прогоните его по списку. В каких странах знают про UT ICO? Мы работаем с ребятами, которые занимаются трафиком, лидогенерацией, и реклама, в принципе, начнется только с этой недели. Реклама будет и в азиатских странах, и, соответственно, в англоговорящих. Я думаю, что в целом мы вас немножечко удивим нашей рекламной кампанией. Будьте уверены, что мы еще даже не начинали. Что если набирается хардкэп? Если честно, мы особо не рассматриваем такую ситуацию. Мы уверены, что мы здесь можем добиться определенного результата. И если мы, скажем, не набираем хардкэп, мы все равно продолжаем делать то, что мы делаем. Но нам придется расставить приоритеты. Какие-то проекты окажутся недофинансированными, но тем не менее мы не собираемся давать заднюю, мы не собираемся опускать руки. Мы уверены, что инвесторы в конечном итоге доверят нам свои деньги, и мы постараемся их не подвести. В чем могут быть преимущества и недостатки приобретения UT токенов после pre-ICO? Есть
нюанс, что у нас не стоит ограничение на покупку в pre-ICO. То есть теоретически вся сумма может быть собрана на pre-ICO. Это первый момент. То есть после окончания pre-ICO токен сейл просто отменится, потому что вся сумма будет собрана. Это раз. Второй момент. То, что после окончания pre-ICO вся сумма, которую мы не собрали на pre-ICO, на пресейле, она будет разделена по количеству регистраций и заявок тех людей, которые попал в whitelist, и будет так называемый individual cap. То есть вполне возможно, что если вы хотели зайти не на 20, а на 5 или на 6, то, возможно, максимум может быть 1000 или, не знаю, $500. Здесь все будет максимально честно и прозрачно, так что имейте в виду, возможно, вы не сможете купить на необходимую сумму. Есть ли у нас баунти? Да, у нас есть ветка на описание баунти программы. У нас есть непосредственно на ссылка указана в описании к видео. И у нас есть ветка на Bitcoin Talk, где также есть я. Где тут я? Где-то здесь я был. Есть я. В данном случае я ньюби пока. Тем не менее, вы можете посмотреть, как комьюнити реагирует на наш токен сейл. Я стараюсь отвечать достаточно быстро. В целом, мне кажется, что реакция очень положительная. Единственное, что все только боятся, что ничего не останется на сам токен сейл. Вот это самые популярные пока комментарии, которые мы здесь получаем. Все говорят, что относительно заявленных проектов мы собираем очень мало денег, на что я говорю, что ребята, мы как трейдеры хотим дать возможность и инвесторам заработать, а не просто собрать много денег и забуриться полностью в разработку. Нет, мы хотим, чтобы наш valuation, оценка, стоимость компании, она органически росла, не волатильно, и, соответственно, мы все-таки ищем в инвестиционном капитале не каких-либо спекулянтов, а мы ищем инвесторов, которые хотя бы минимум год будут держать наши токены, потому что, на наш взгляд, если в течение года мы сможем выполнить все заявленные в нашем роудмэпе чекпоинты, то я уверен, что вас это все обрадует. Потому что относительно тех проектов, которые находятся на сайте CoinMarketCap, можем посмотреть это. CoinMarketCap, к примеру, даже если мы представим, что токен сделает x10, давайте посмотрим, или x5, что здесь есть. Практически у более половины представленных здесь проектов нет вообще никакого бизнеса, и ближайшие какие-то сподвижки будут только к середине 2018 года. Поэтому мы довольно-таки позитивно смотрим и на динамику наших токенов в будущем, и на текущую идею со сборами средств. Так. В какой юрисдикции будет находиться UT-токен России, если такая вероятность, что госрегулятор все испортит? Нет, UT-токены не находятся в регуляции России. Соответственно, мы ведем сейчас, наши юристы, и Роман Вишневский в частности, ведет работу с юридическими фирмами, топовыми американскими, по структурированию компаний, которым в будущем будет принадлежать биржа. Скорее всего, это будет Америка, Кипр и Гонконг. То есть я на самом деле не до конца знаю, как там сейчас обстоят дела, но мы в любом случае будем выбирать ту юрисдикцию, которая позволит полностью весь потенциал наших усилий или нашей разработки выполнить и достичь какого-то результата. Так. Где будет торговаться, какая предполагаемая доходность за квартал? Естественно, такого речи вообще не может быть. Доходности за квартал это не какая-то гарантированная инвестиция. Инвестиции, как я уже сказал, в ICO проекты это достаточно рискованная штука. И динамика курса, она не контролируется нами. Ребята, мы же не BitConnect. То есть мы же
Мы же не не пирамида. То есть это будет решать рынок, это будет решать спрос-предложение. И, по крайней мере, мы предложим все усилия, зависящие от нас, для того, чтобы выполнить все наши ожидания. Будет ли майнинг? Нет, мы не занимаемся майнингом, и на самом деле я не большой поклонник вообще майнинга, как, ну, наверное, фундаментально майнинга. Все токены будут выпущены сразу, и я не вижу вообще в майнинге какого-то рода будущего, и я с удовольствием видео в ближайшее время как раз об этом запишу, в целом про майнинг. Я ничего не имею против майнеров, это тоже бизнес, но посмотрим, что из этого выйдет. Цена на продукт UT будет в токенах или в фиате, конвертированный в токенах, и сколько примерно будет стоить, допустим, Аврора либо обучение. То есть цена будет зафиксирована на данный момент в фиате, но оплата будет производиться токенами. То есть, к примеру, если токен будет расти, то нужно будет меньше токенов для того, чтобы оплатить текущую там инфраструктуру, обучение, комиссию или что-то еще. То есть об этом достаточно подробно написано в нашем white paper. Будут ли дивиденды? Как я уже сказал, наш токен не является security, то есть ценной бумагой. Объясню почему. Если бы наш токен являлся security, ценной бумагой, то мы бы не могли бы быть залистаны на текущей крупной бирже. А так как мы собираемся строить биржевую инфраструктуру, очень важно, чтобы наш токен не являлся security, чтобы он не встретил никаких red флагов, скажем так, на крупнейших площадках. Поэтому мы будем надеяться, что инвесторы будут довольны не дивидендами, а будут довольны возможным ростом и приростом в капитализации компании и токенов. Так, по какой системе будут продаваться токены? Как я уже сказал, сейчас идет пресейл, и вы прямо сейчас можете купить токены, зайдя на сайт uttoken.io. После 30 ноября будет определено максимальное количество в одни руки, в зависимости от оставшегося объема. И будет очередность в зависимости от того, когда вы зарегистрировались. Поэтому чем раньше вы регистрируетесь, тем больше вероятность, что вы, в принципе, успеете. Зачем покупать токен, если все те же самые услуги можно оплатить фиатом? На текущий момент, да, большинство наших услуг можно оплатить фиатом, потом впоследствии можно будет оплатить и криптовалютой, потом впоследствии можно будет оплатить только токеном. Но вы должны относиться к токену как к некому купону на скидку. Если экономика предприятия растет, то вы сейчас, грубо говоря, можете купить за рубль то, что в будущем может стоить 5. Ну, то есть это не будет стоить 5, вы можете купить в 5 раз больше, инвестировав деньги сейчас. Поэтому у этого есть и вторичный рынок, это достаточно надежная валюта, с условием того, что компания дальше продолжит свой рост, либо его ускорит. Поэтому не смотрите то, что сейчас можно сделать. Посмотрите то, что мы планируем сделать, и попытайтесь представить, сколько это может стоить, я имею в виду цена токена, если мы дойдем до текущих параметров по обязательствам. Насколько защищен счет-кошелек инвестора от хакерских атак, кражи токенов? Мы работаем, во-первых, с одной очень известной компанией, которая занимается защитой нашего токен-сейла. И, во-вторых, мы не используем смарт-контракт, который может быть хакнут или деньги могут быть выведены. Все хранение криптовалюты происходит холодным способом, и для каждого человека выдается индивидуальный кошелек, с которым он пополняет. Так что мы максимально диверсифицированы и здесь защищены. В принципе, более безопасного способа проведения ICO нету. С учетом последних проблем, которые были и с кошельками Parity мультисиговыми,
или с хакерами, которые взламывали тоже, соответственно, парити кошельки. И мы решили отказаться от непосредственно смарт-контрактов, которые все шлют криптовалюту. Анатолий, в итоге будет что-то типа ECN на рынке криптовалют. Если мы берем отдельную площадку, биржу, то это будет что-то типа ECN. Ну, представьте, есть, еще можно проще сказать, это будет типа Uber на рынке такси. Потому что есть много разных бирж, у каждой своя ликвидность, у каждой свои регионы, у каждой свои правила. И они между собой не общаются, потому что у каждого сейчас свой рынок, который они максимально окучивают. И им нет смысла каким-то образом развиваться, к ним и так идут люди. Мы будем провайдить ликвидность от одной биржи к другую через свою площадку. В том числе это будет некая сеть, ну да, можно сказать, аналог ECN. Но это не самый как бы большая часть бизнеса. Почему-то всех, кстати, вызывает именно такую passion, да, страсть именно биржа. Хотя, на мой взгляд, инвестиционный marketplace это намного интереснее, чем в целом даже биржа. Хотя это невозможно одно от другого делить. Поэтому именно 3 проекта туда идут. Токены будут начислены после окончания токен-сейла. Всем и сразу. Опиши пошаговую. Вы нажимаете «Купить токены», регистрируетесь. После этого вы выбираете, каким образом будете пополнять, соответственно, свой счет. Выбираете биткоины, у вас получается биткоин кошелек. Выбираете эфир, эфир кошелек. Выбираете USD либо евро, появляется информация от банка. Все максимально вот просто. Главное, следуйте инструкциям, и никаких сложностей у вас не возникнет. Я хотел бы, на самом деле, уже закончить презентацию и с удовольствием перенести это в какой-то conversation, да, в общении внизу с видео. Будьте уверены, что вы посмотрели все ссылки и подписались на наш канал в Телеграме, где идет Token Sale, наш Твиттер-канал и на наши соцсети, для того, чтобы быть в курсе, как происходит этот период, очень важный для всех нас. И мне хочется сказать вам большое спасибо, что смотрели. И уже завтра такая маленькая затравочка. Будет один очень известный человек у меня в рубрике «Антискам». Поэтому поддержите нас, поддержите эту презентацию, поставьте палец вверх. Подпишитесь на канал, если вы только что пришли или только увидели. И, как говорится, feel free to contact me anytime, anywhere. Любые соцсети, я с удовольствием отвечу на вопросы. В том числе отвечу на все комментарии, большинство комментариев, которые будут под этим видео. Большое спасибо и пока.